Так, всем доброго дня. Ну что ж, начинаем. Начинаем новый стрим под номером 55. Немножко раньше, чем обычно, ну да ладно. Напоминаю, что если есть что сказать, пожелать и возразить, можете просто написать в чате под видео. И, скорее всего, я это прочитаю. А может быть, не прочитаю. Как-то оно вот так. Ну, кроме того, что вы можете просто написать, если вдруг захотите, чтобы ваше сообщение было озвучено прям 100%, под видео есть ссылка на донат-стрим, и перейдя по этой ссылке, вы можете написать сообщение, которое будет озвучено, рассказано, обсуждено и тому подобное. Также там есть специальное поле, и если в это поле вставите ссылку на какое-нибудь видео с YouTube, оно будет показано прямо без какой-либо цензуры во весь экран, почти во весь экран. Также есть ссылка, которая называется «Купить рекламу».
Если вы перейдете по этой ссылке и в поле для сообщений напишите какое-нибудь сообщение, то это сообщение будет целый месяц вот в этом прямоугольничке отображаться. Единственные минусы — это просто-напросто все ссылки из этих сообщений будут вырезаться. И поэтому собственно, поэтому и все. Если как-нибудь получится сообразить, что написать, чтобы не было ссылки, пишите. Ну а теперь, наверное, да, вот, как всегда забываю. Наверху социальные сети, где я есть. Подождете немножко и найдете место, где просто-напросто вайберы, ватсапы и прочее. Звоните по этому контактику и все. Телефон зазвенит, включу громкую связь и запросто сможем побеседовать с вами в прямом эфире без каких-либо цензуры, прочего, всякого там разного. Но это все мелочь. Переходим к вопросам, которые вы задавали. Так, под номером 1 идет вопрос об Израиле с Украиной. Нет, я понимаю, что это, да, горячая тема и все остальное прочее, но лично я не украинец и не еврей. И как на тех, так и на этих мне немножко наплевать. Сегодня сообщали, что Зеленский планирует приехать в Израиль, где побеседовать с местным Нетаньяху, выразить соболезнования и все такое прочее. Ну, на мой взгляд, он там получит небольшие люли, и в этих небольших люлях будет, например, то, что Палестина лезет на Израиль с украинским оружием. Точнее сказать, не с украинским, а с оружием, которое отправили на Украину, но которое потом Украина перепродала в Палестину. Как-то оно так. Если честно, кого волнует какая-то Украина и какая-то Палестина с Израилем? Когда я был маленький и под звонки начиналась программа «Время», почти в каждой программе «Время» рассказывали про то, что
а в секторе газа то-то и сё. Я понятия не имел, что такое сектор газа, где этот сектор газа, что там в секторе газа. Ну, в памяти отложилось, что почти во всех выпусках присутствовал этот самый сектор газа. Если копнуть далеко поглубже, да. Сектор газа находится на территории Иудеи, где в начале тысячелетия этим самым иудеям навешали люлей и стали жить палестинцы. Ну, точнее, стало жить там намного больше всякого народа. Не только палестинцы. Кого там только не было. И христиане, и мусульмане, и иудеи, и прочие сброд. И они сами там не могут разобраться, как, что, где-то. Ну, судя по тем новостям, которые время от времени передают, и судя по... Ну, если допустить, что, например, корпус стражей исламской революции врать не будет. Лидеры мусульманских государств тоже врать не станут. То складывается впечатление, что если вдруг Израиль чуть-чуть превысит свои полномочия, а он их уже, скорее всего, превысил, то все эти люди с разных сторон пойдут в Иерусалим. И да, разумеется, потом напишут: ой, смотрите, как они то, как они это, но по большому счету, кому какое дело. Были эти, станут те, и, пожалуй, на этом все и закончится. Собственно, как-то оно вот так. Ну, собственно, и все, что касалось бы России, Украины и Израиля. Эта штука немножко не работает так, как нужно работать. Поэтому сейчас, секундочку, подождите, и мы немножко ее проверим, как она работает. И работает ли она от слова совсем. Да, работает. Приходится даже самому себе донаты делать, чтобы проверить, как оно работает. Ну да ладно. Переходим к следующему вопросу. А следующий вопрос у нас такой. Государственная Дума в первом чтении поддержала сам запрет на выдачу кредитов. Для тех, кто не понимает, о чем идет речь, это, ну, к примеру, вы решили, что вам кредиты не нужны, и брать вы их не хотите. И просто-напросто заходите, ну, например, на госуслуги, и там ставите галочку о том, что кредиты вам не нужны и брать вы их не будете. Проходит какое-то время, вы в состоянии легкого анабиоза приходите в какой-нибудь
срочно займ, пробуете взять какой-нибудь кредит, а вам в выдаче этого кредита отказано. Осталось еще 2 чтения у Госдумы, потом царю-батюшке. И если все будет нормально, то все будет хорошо. Министерство цифровизации хочет направить инфраструктурный платеж от маркетплейсов Почте России, чтобы та потратила эти деньги на ремонт своих отделений. Но в Госдуме заявили, что этот самый инфраструктурный платеж для развития, а не для ремонта. Я не буду утверждать, что в Минцифры пришел какой-то человек с почты и сказал, типа, дружище, вот тебе пачка денег, и если сейчас вдруг этот самый платеж перейдет оттуда сюда, я тебе еще 3 принесу. Нет. Чтобы такое говорить, нужно, чтобы это было сказано, хотя бы как минимум в моем присутствии. Но в моем присутствии ничего такого сказано не было. Но очень похоже, что именно так все оно и прозвучало. Может быть, другие слова, может быть, другое то, другое сё. Но это все похоже на историю с Вайлдберрисом, который вдруг ни с того ни с сего начал вводить, как он заявил, вводит вознаграждение в размере 3% за платежи, за оплату платежей картами Visa и MasterCard. Я сначала подумал, что купил что-нибудь на 100 рублей, а 3% это, грубо говоря, 3 рубля с каждой сотни, Wildberries тебе подарит. Погуглил, поискал и выяснил, что немножко все по-другому. Это вы покупаете что-то за 100 рублей, а Wildberries берет с вас 103 рубля, если вы оплачиваете это картами Visa или MasterCard. Он, как обычно, заявил, что там это очень надо, что без этого никак. Но буквально полчаса назад я видел новость о том, что прокуратура взялась проконтролировать, разобраться с Wildberries'ом. Ничего там не попутали. Некоторое время назад у меня был хороший знакомый на той стороне китайской стены. Ну, в принципе, и сейчас есть. И вот во время беседы он заявил, что у них ходят слухи о том, что AliExpress будет для всего мира, кроме России. А в России будет Wildberries, который к этому времени уже купит AliExpress. То есть официально это будут 2 разные конторы, которые окажутся одной конторой. Просто одна будет типа российская, другая типа китайская. По российской конторе будет проще все это делать, потому что, посмотрите сами. Есть по 10 таких заведений, где можно все это получить. Как минимум, наверное, в маленьких городах. То есть вся эта структура доставки магазинов, все это нормально. Можно наконец-то отказаться от Почты России, которая доставляет, а сразу привозить в какой-нибудь ближайший центр, куда все будет доставляться с собственными службами доставки, и все будет хорошо работать. Но потом выяснилось, что есть одно но, второе но, третье но, и в
той же самой конторе появились слухи, что да, скорее всего, одну секунду, это не вас. Дай. Дома. Так, я вернулся, и вроде как бы по идее нужно продолжать, а продолжать я уже не могу, надо срочно уйти. Да, по своим делам, но уйти. И что у нас осталось, что я сегодня не расскажу. Новость о том, что Лебедев стал главой ВКонтакта по дизайну. Лично я считаю, что эта новость не заслуживает вообще никакого обсуждения и внимания, потому что ты либо глава, либо обычный разработчик, который будет отвечать за дизайн. Чем стал знаменит Лебедев в плане дизайна? Рисовал герб Ленинграда, нарисовал букву Л, рисовал герб города, и герб состоял из буквы, на которой этот город начинается. Если честно, я больше никаких не помню. И что ВК теперь будет просто В? Да ради бога, пускай будет просто В. Лично мне все равно. Сериал «Мосгаз». Извините, надо уходить, поэтому сегодняшний стрим завершается. А киносериальная часть «Мосгаз» будет через 4 дня. Всем пока. Как писать вопросы, все знают. Все, счастливо.